Привет, друзья! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. И в сегодняшнем видео я начинаю цикл фильмов о моем грандиозном путешествии по Южной Европе. Так, вроде работает. Привет, меня зовут Юля, мне 52, и я в одиночку хочу переехать в теплую европейскую страну. Поближе к морю, подальше от политики, ну и личную жизнь все-таки тоже хочется устроить. В поисках идеального места для эмиграции я проехала по побережью Испании, Португалии и Италии. Пообщалась с бывшими соотечественниками, походила на свидания и узнала много чего интересного. О трудностях. Было крайне сложно, было очень сложно. Я первый месяц рыдала. О радостях. Я наконец-то начала наслаждаться жизнью. О ценах на жилье. Смотрю, квартирка продается. Думаю, наверняка моих московских денег хватит. Стоимость квартир там на продажу начинается от 300 тысяч евро. Аренда в Валенсии начинается от 700 евро. О самом жилье. Окошко на лестницу вообще. Тут иногда соседи ходят, здороваются. Сами португальцы просто тепло одеваются. У них дома... Централизованного отопления в Лиссабоне, в Португалии. Вообще во всей Португалии нет. О стоимости жизни. Вот резиновые детские сапожки. За 25 до 20. За 25 готов? Потому что уже начались скидки. Здесь можно найти все, что душе угодно, да, и не за все деньги мира. Я, например, умудряюсь жить в месяц на 600 евро. О местных нравах. Если тебе говорят завтра, то можно готовиться, что это будет через год. О местной кухне и продуктах. Типичный испанский завтрак. Это тост, томат и оливковое масло. Если вы будете в Малаге, первое, что надо попробовать, это эспетос де сардина. О медицине. Уровень конкретно московской медицины очень сильно выше, чем итальянская. О пенсии. И я очень хочу, чтобы у нас появилось такое здание прекрасное здесь для русскоговорящих бабушек и дедушек третьего возраста. О развлечениях. В этот день день сковородки, послезавтра у тебя день картофеля. О любви. На первое свидание Алексей опоздал на год. Мне никто не отправлял фото мужских половых органов, не спрашивали, люблю ли я секс. Хотите узнать, какую страну я выбрала и как на мой выбор повлиял европейский Тиндер? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, и вы все узнаете. Я начинаю с города Валенсии. У меня за спиной город наук и искусств. Это такое футуристическое сооружение, необыкновенно красивое, необыкновенно загадочное. Это, без сомнения, самая выдающаяся современная достопримечательность Испании, создана для популяризации достижений человечества. В этих замысловатых зданиях вы найдете музей науки, дворец искусств и самый большой в Европе океанариум. В таком же футуристическом стиле сделан и ботанический сад. А еще в этом районе одни из самых высоких цен на квартиры. Оно и понятно. Современные дома, близость к морю и на метро можно быстро добраться до центра города. О ценах на квартиры и вообще о стоимости жизни в Валенсии я расскажу чуть позже. А сейчас отправляюсь в исторический центр. Как вы поняли, он расположен далеко от моря. Это минус. Зато он прекрасен. Это плюс. Знакомство с городом я, как и все туристы, начала с площади мэрии. Как и положено всем центральным площадям, здесь есть большой фонтан и роскошные, богато декорированные здания. Я застала Валенсию в канун Рождества, поэтому в качестве бонуса получила еще и каток, детские карусели, недособранную рождественскую елку и прикольные лавочки флористов. Посмотрите, какие интересные цветы продаются. Хлопок, очень много сухоцветов, а шишечки покрашенные, снова сухоцветы. И причем они красят их. Желтая краска, синяя, серебряная, красная, золотая, красная снова. Широкие улицы Валенсии с роскошными домами эпохи модерн, фешенебельными магазинами, художниками и бомжами как-то незаметно сузились, и я попала в другую Валенсию, средневековую.
Валенсия была основана римлянами в 138 году до нашей эры, и многие фундаменты базилик того же знаменитого кафедрального собора Валенсии стоят на римском фундаменте. После этого Валенсия попадает под владычество мавританцев, и здесь расцветает вовсю исламское искусство. Появляются арабские бани, они, кстати, сохранились. И вот XI век считается таким веком расцвета мавританской Валенсии. Здесь строятся оросительные сооружения, здесь строится стена оборонительная, и Валенсия цветет и пахнет. Потом она ненадолго уходит визготом, потом снова возвращается в ислам, и в 1238 году становится христианской, и здесь уже расцветает христианское католическое искусство. Периодом такого расцвета христианской Валенсия считается 14-15 век, когда Валенсия становится таким могущественным государством, и основным источником ее благосостояния служит шелк. Здесь шелк производят, шелком торгуют, здесь торгуют текстилем, керамикой, и, в общем, купцы валенсийские процветают. И здания этого периода тоже здесь сохранились, просто благодаря этой эпохе в Валенсии появились самые красивые, самые роскошные, самые необычные здания, одно из которых является объектом охраны ЮНЕСКО. Обратите внимание на эту башню. Она тоже имеет очень много такую интересную, богатую историю. Она была построена в то же самое время, когда Валенсия была очень могущественным, влиятельным и одним из самых богатых государств Средиземноморья, и вокруг города была построена такая мощная средневековая стена с башнями, с воротами, все как положено. И этих башен осталось всего лишь две. Одна из них – это башня Кварт, которая ведет в пространство средневекового города. А башня чем знаменита? Если присмотреться к ней внимательно, то очень можно увидеть, что на ней остались такие повреждения от снарядов. Это память о Наполеоновской войне. Дело в том, что Валенсия довольно серьезно противостояла наполеоновскому вторжению, отвоевывала, защищала свой город. И, в конце концов, силы были неравны, и Наполеон взял Валенсию, но в память о наполеоновских войнах остались вот эти повреждения на башне Кварт. И, в общем, это придает какой-то определенной атмосферности этому месту, напоминанию о том, что оно такое древнее, настолько повидало, столько видело. Ну что, ребят, мощная штука, да? Это вторые сохранившихся целыми ворота, так называемые ворота Сиранос или башня Сиранос. Такие мощные ворота, видно, да, каким был могущественным город. И помимо такой чисто фортификационной защитной функции, они выполняли такую торжественную. Они служили триумфальной аркой и въездом для знатных гостей Валенсии. В 1586 году сильный пожар повредил эти башни, и их восстановили, сделали тюрьмой для должников знатного происхождения. И так они в виде тюрьмы просуществовали вплоть до 1865 года, когда руководство Валенсии решило снести крепостную стену, которая мешала расширяться городу. И интересная история, которая связана с гражданской войной 1936 года. Сюда, в эти ворота, были перевезены шедевры Мадридского музея Прадо. И здесь, прямо под воротами, был построен бункер с такими толстенными стенами и с соответствующей температурой и вот таким влажностным режимом, который позволил сохранить эти шедевры. И теперь они выставляются в музее Прадо и составляют гордость и, конечно, уникальное достояние Испании.
Чего только не встретишь или кого только не встретишь в средневековом городе. Вот я увидела хаски. На этом маленьком средневековом балкончике сидит хаски и любуется на красоту. Посмотри на меня. И, слушайте, даже глазом не повернет. Ух ты, какой воспитанный. Ой, ой-ой-ой. Какие мы аристократы. Да? Что там унюхал, что? Хаски, посмотри на меня. Хаски понять можно. Зачем отвлекаться на какую-то глупую тетку, если с балкона открывается потрясающий вид на кафедральный собор Валенсии? Собор, конечно, уникальный, старинный. Он заложен на месте античного собора, который был построен еще древними римлянами. И пошло-поехало, все, что свойственно для Испании. Он сначала превратился в мечеть, когда Испания попала под британское владычество. Потом, когда Испания стала христианской, он превратился в католический храм, кафедральный собор Валенсии. И как бы вся эта катавасия историческая, она, конечно, сказалась на архитектурном облике собора, потому что, ну так, вроде внешне он выглядит как готический, но если присмотреться повнимательнее, можно найти и барокко, особенно при входе вот эти пирожнистые украшения, а романский стиль, вот эти замки неприступные. А собор знаменит еще в первую очередь, даже в первую последнюю очередь тем, что в 1437 году в него доставили знаменитую чашу Грааля. И, в общем, утверждают, что это самая настоящая чаша Грааля, из которой очищались апостолы во время Тайной вечери, и потом в этой чаше была собрана кровь распятого Христа. Ватикан признал достоверность этой чаши Грааля, но ученые со свойственным критическим мышлением и доверием сомневаются, что это так, видимо, недостаточно доказательств, но это не важно. Важно, что существует красивая легенда, ради которой в этот собор приходят люди, смотрят на чашу Грааля и, наверное, загадывают какие-то самые заветные желания в надежде, чтобы они сбылись. Жизнь такая штука, что рядом с великим обязательно существует смешное. Посмотрите, какой смешно. Ой, он меня обнимает, но надо за это дело ему положить денежку. Hello. Вот, посмотрите, рядом с смешным вот этот забавный медведь, он обнимается и целуется только вот за эти денежки. Вот хола. Бай-бай. Мне, наверное, повезло, потому что я собиралась попасть на шелковую биржу, а попала на какую-то церемонию, которую снимают все телекомпании. Вот, смотрите. Шелковая биржа – это тот самый объект охраны ЮНЕСКО. В обычные дни она открыта для посетителей, но этот день оказался необычным. В общем, друзья, мне никто не ответил, что это за церемония. Я поняла, что какие-то важные дядьки, которые уезжают на этих машинах, совершали какую-то важную встречу на шелковой бирже. И сейчас они уезжают, и вся эта церемония закончится. Посмотрим на валенсийский истеблишмент. Пальтишко так себе, честно говоря, что-то я не оценила. Вот еще идет одна пара. Ребят, вы, конечно, лучше знаете, чем я, но у меня ощущение, что как-то с модой здесь
не очень. А посмотрите на эту четверочку. Сколько в ней. Ой, какая она красивая. Посмотрите. У меня ощущение, как будто я в музее античности. Ну все, народ пустили, теперь пошли простые люди. Кстати, не хуже одеты, чем валенсийский истеблишмент. А тем временем я проголодалась. Благо, центральный рынок стоит прямо напротив шелковой биржи. Мой блогерский опыт мне подсказывает, и не подсказывает, я точно знаю по аналитике, как только ты начинаешь говорить о жрачке и ценах, интерес зрителей сразу поднимается. Поэтому будем пользоваться, буду я пользоваться вашими слабостями. Ну, сначала немножко о культуре, все-таки не только же о жрачке говорить, а удивительной красоты рынок в стиле модерн, сотканный из керамики, стекла, очень красивых витражей, которые изображают фрукты, овощи, в общем, все дары природы. Этот рынок был построен в Валенсии в стиле модерн в 1928 году. И событие это было настолько значимое, настолько выдающееся, что на открытие рынка приехал сам король Испании Альфонс XIII. Что мы знаем об этом рынке? Местные говорят, что цены здесь высокие. И в основном, конечно, закупаются люди состоятельные, либо туристы, которые, приходят на рынок полюбоваться, поглазеть и заодно что-нибудь прикупить интересненькое. Рынок большой. Он занимает площадь 8 тысяч квадратных метров, и у него такая конструкция сделана очень легкая, воздушная, много света, металла, стекла, а под самым куполом высотой 30 метров этот купол располагается попугай. Попугай в Испании – это символ сплетен. Сплетен и пересуд, и испанцы также его называют рыночный попугай. Вот. Ну, в общем, я думаю, культурной информации достаточно. Пойдемте о еде и ценах поговорим. И вот мы попадаем в храм торговли. Изучаем ассортимент фруктов. Яблоки Golden стоят 3 евро, 3,20, груши 3,40, хурма 2,90. Виноград 6,90, клубника, ребята, на улице Декабрь, инжир. Инжир, кстати, стоит 2,75. Я очень люблю инжир, у нас в Перекрестке он стоит около 700 рублей. Ну и мандаринчики. Да, кстати, мандарины стоят дороже, вот здесь стоит 2,50, а у нас недалеко, у меня универсам, они евро 20 стоит, как минимум в 2 раза дешевле. Так, а почем у нас здесь курочка? Какой-то огромный, смотрите, карачок. Филе курицы стоит, ну, почти 6 евро. Грудка с кожицей 4,50. Вот всевозможные котлеты, и со шпинатом куриные котлеты. Ну, в районе 10 евро, видимо, за килограмм. И много-много-много всяких полуфабрикатов. Большая курица стоит 4,95. Прям желтая такая, откормленная. Но это уже готовые, а это типа шашлыки, полуфабрикаты. За 4 евро. Ой, что-то я есть захотела. 2,50 стоит цветная капуста. Странная вещь, я обошла весь рынок, но не увидела морепродуктов. Хотя у других... Ой, нашла, ребята, нашла морепродукт. Сейчас я вам покажу морепродукт, наконец-то. По запаху чего. Креветки, цена. Это лангустины похоже. Цена 25 евро. Вот какой огромный лангустин. По 2, это по 15 евро, это по 20. О! Ребят, как он называется? Скажите мне. Я забыла. Ой, он живой. Он шевелится еще. Ёлы-палы. Он там пузыри пускает какие-то. Стоит 20 евро. Кальмары. Кальмары 9 евро. Моя любимая дорадо. 10 евро. Семга стоит 22 евро. Ребят, посмотрите, какая глазастая рыба. Бесугас. Кто-то знает, как это переводится? Дорогущая. 39 евро стоит.
Ну, глаза, посмотри мои глаза. А это у нас ракушечки всякие разные. Телинос маленькие ракушечки, 22 евро. Устрицы 2,80. И вот, вот мидии самые дешевые, стоят 7 евро. И посмотрите, оказывается, сколько много огромных ракушек. Все они по-разному называются. Вот 14, 18 и опять мидия. Всего лишь 4 евро стоит, самый дешевый. Ребят, я попала в удивительный ресторан. Называется он ВОК, район Кампанар. И приходишь, платишь 15 евро, и ты можешь выбирать из всего этого все, что захочешь. Можешь хоть ужраться. Но я набрала морепродуктов. Смотрите, какое разнообразие. Ты выбираешь, это сырые морепродукты. Дальше я уже набрала тарелочку. Ты берешь, вот моя тарелочка, Ребята, а в довершение на десерт можно съесть фрукты. Посмотрите, ананасы, киви, абрикосы, я уже не знаю, десерты. И это все 15 евро. Ну, для кого-то, наверное, это покажется дорого, но если вы пришли попировать, это просто круто. Вот, ребята, мой стол. Куча морепродуктов и овощи. Все это 15 евро стоит. Если говорить в общем о стоимости жизни в Валенсии, то по данным сайта Намбия потребительские цены здесь примерно на 25% выше, чем в Москве. Но при этом высший средний уровень зарплат на целых 84%. Среди продуктов заметно дороже говядина, яйца, куриное мясо, картофель и лук. А вот томаты, вино и импортное пиво дешевле. Существенно больше придется платить за общественный транспорт, такси, интернет и мобильную связь. Затраты же на коммуналку и фитнес-клуб почти одинаковые. Что заметно дешевле в Испании, так это одежда. В среднем на 25% по сравнению с Россией. О такой важной опции, как стоимость жилья, я расскажу через пару минут. А пока покажу апартаменты, в которых я остановилась. Такой неприметный вход в мои апартаменты – это первый этаж жилого здания. И, как правило, здесь располагаются какие-то офисы. Такой гостевой дом расположенный здесь. Посмотрите, какое интересное пространство. Его можно долго разглядывать. Это общая зона. Хозяин ездит, хозяева их двое, сейчас расскажу, ездят на самокате. А это еще один хозяин. Зовут его Наполеон. Наполеон, нет, туда тебе нельзя. Ты. Он очень хороший кот, очень воспитанный. Давайте разглядывать. Дом уже украшен к Рождеству. Посмотрите, сколько красивых, интересных, вкусных деталей. Вот такие интересные часы. Это домик Наполеона. Это аквариум. А здесь, ребята, живут хорьки. Я сначала не понимала, что там шур за шур. Но он сейчас спит, видите? Хорек спит, их двое. Вот. Это кухня. Очень уютная. Здесь все есть на кухне. Вот здесь я люблю сидеть. Мне здесь как-то больше нравится, чем в моей комнате. И Happy New Year! Вечером она горит очень красиво. Уже готовы рождественские носки для подарков. Здесь пальма рядом. Вот хорек зашуршал. Вот такие картины. А дальше идет приватная зона. Вот это моя комната. Единственный минус моей комнаты, Наполеон очень любит в мою комнату ходить, что у нее нету замка. Здесь живут хозяева и я. Вот.
как сейчас баланс установится. Комнатка маленькая. Надо отдать должное, очень хорошее теплое постельное белье. Извините за бардак, я здесь уже жила. Вот все мои. Посмотрите, какой вид интересный. Это вид на школу. В виде в каком-то средневековом здании, я так понимаю. Мне кажется, там не школа даже была, какое-то предприятие, завод старинный. Вот. И, Наполеон, видите, он уже готов. Наполеон уже готов. Он готов ко всему. Хороший кот. И самое прекрасное, ребят, у меня своя ванная. То есть у хозяев своя ванная, и у меня своя ванная. И вот эти, вот моя небольшая ванная. То есть, по сути, я живу как в отдельной комнате. Хозяева у этой квартиры два семейные, как семейные, не семейные, двое молодых людей, они живут вместе. Второго молодого человека я не видела, а Дин, по-моему, так зовут, он сам венесуэлец, который встречал и все мне объяснял. Он родом из Венесуэлы. И 4 года назад переехал в Испанию и работает шеф-поваром в ресторане перуанской кухни. Очень симпатичный, милый молодой человек. И, в общем, все вот это на фоне каких-то бешеных цен в Валенсии в декабре я заплатила около 42 евро в сутки. Очень рекомендую, мне здесь нравится. Так, вот компания «Алегрия». Сюда я пришла, чтобы узнать об аренде квартир в Валенсии. Они, кстати, и в Аликанте, и в Малаге, может быть, я и там с ними поговорю. Вот такой офис. Здравствуйте. Напоминающий с бамбуками. Напоминающий о том, что пора отдыхать. А это Дарья, которая любезно согласилась рассказать мне об аренде квартир в Валенсии. Здравствуйте, Дарья. Добрый день. В целом на сегодняшний день нужно ориентироваться, что аренда в Валенсии, вот конкретно Валенсия центр, мы сейчас не говорим про пригород ближайший, начинается от 700 евро ориентировочно в месяц. Это если мы говорим про долгосрочную аренду, это от 6 месяцев и больше. Счет повышения арендной ставки, то на сегодняшний день 2% в год собственник может поднять арендную ставку. Вы платите за первый месяц, это 800, оставляете залог за сохранность имущества, обычно он равен сумме аренды, то есть это еще 800, это уже 1600. Если вы арендуете через риэлтора, в целом берут аналогично, если заключается долгосрочный договор, тоже одну арендную ставку, то есть это еще один платеж за услуги агентства, тоже 800, то есть сумма при подписании договора у вас получается 2400. Давайте с ваших любимчиков и пойдем по запросу. Вот сюда Кампанар. Очень классный район, где классные есть урбанизации с бассейнами закрытого типа. Это не знаю, я рекомендую людям, которые хотят переехать сюда с детьми, там классные школы, классная инфраструктура. Я люблю старый центр, то есть это вот эта вот зона. Это квартиры, давайте так, в таких исторических домах с высоченными потолками, то есть это уже такая своя история. Там своя атмосфера, свой вайб, но это все тоже очень супер, классно, красиво и круто выглядит, и очень уютно. Город наук и искусств, вот эта зона, здесь в целом, здесь стоимость, естественно, будет выше. Тоже новостройки, тоже есть закрытого типа урбанизации, но их меньше. Но очень классно. Валенсианская набережная. Я бы рекомендовала что-то выше рассматривать. Там, где здесь идет пляж Патакона. То есть и все, что в сторону пляжа Патакона, там, классные, тоже хорошие объекты есть. Здесь идет Мальвароса пляж. Здесь какая история? Валенсия это так немножко, возможно, не про море прям. Почему? Потому что здесь тоже есть эти цыганские районы, про которые я говорила. Опять-таки, не хочу никого пугать каким-то криминалом, нет, все хорошо, но это грязно, это некомфортно, давайте так. Есть тоже очень классный район Малия, который сейчас прям
супер активно застраивается новым жилым фондом. Там обалденные новостройки, тоже закрытого типа, с бассейнами, с паркингами, со спортзалом в доме. Я люблю работать, у меня много объектов в Сагунта, порт Сагунта. Там, во-первых, очень тоже вкусно, потому что такой городок со своей атмосферой. Там прекрасный замок на горе, тоже, который прям хочется пройтись, походить, порассматривать. Ну, мне очень зашел, просто мне понравилось. Вот. И пляж тоже потрясающий. А порядок цен аренды? Сагунта? Да. Вы знаете, там, наверное, от 500 евро. Мне нравится, например, Эль Перейо. Это тоже такой маленький городочек и с прекрасным пляжем, я не знаю. Там на самом деле, если говорить про аренду на долгий срок, то есть это маленький город, там нету каких-то, не знаю, кучу каких-то достопримечательностей, чтобы каждый день куда-то ходить, там что-то смотреть, как в Валенсии, допустим, что в Валенсию можно рассматривать бесконечно. Вот. А это для такой спокойной жизни. Очень классный пригород, но это не море, давайте так. Торрент. Торрент – это метро, это 15 минут от Валенсии, это аналогично… Да, то есть оно даже не ощущается. Вот. И если говорить про аренду и покупку, допустим, то там цены уже будут ниже, чем если мы будем сравнивать с Валенсией, потому что Торрент аналогично, там аренда от 600. Школы, парки, тоже новостройки, ну, прекрасная. Тоже вот очень рекомендую. А вот и обещанный мною символ богатства средневековой Валенсии. Это здание у меня за спиной называется «Шелковой биржи» или «Лоха де Валенсия». Это здание единственное из сохранившихся в Европе пример гражданской готики. То есть собрались валенсийские купцы и решили, а построим-ка мы для себя такую биржу, такой якобы бизнес-центр, где будем заключать сделки, встречаться, обсуждать наши дела. И это здание должно отличаться какой-то мощью, скажем так, приближенностью к сильным мира сего. Сегодня у меня последний день в Валенсии, выдался он на удивление пасмурным. Вы видите, да, что происходит? Очень сильный ветер. Валенсийцы возмущаются. Плюс 20, нету солнца, ветер, это ужасно, в декабре. В общем, ребята, чтобы я так жил. До этого было солнце и температура плюс 25 градусов. Я вот, знаете, каждый раз думаю, как бы мне так выглядеть красиво, причесано, нарядно. Но каждый раз у меня на голове как будто птица спалила гнездо или кто-то там пошарился. Ну, в общем, ребята, что я хочу? Выпьем за Валенсию, за прекрасный город Валенсия. Сейчас я вам расскажу о своих впечатлениях. Валенсия мне очень понравилась. С одной стороны, это такой столичный, сейчас немножко поправлю, с одной стороны, это такой столичный город, большой, с красивым старым городом, с прекрасными красивыми зданиями в стиле модерн, там, красиво украшенными, хорошая инфраструктура, хороший общественный транспорт, но большой город, то есть здесь можно делать бизнес, здесь можно жить активной культурной, социальной жизнью. Это из плюсов. Из минусов все-таки я искала город у моря.
Валенсия вроде у моря, но и не у моря, потому что центр находится далеко от моря, и вся вот такая активная социальная жизнь происходит не у моря. А поэтому я не скажу, что Валенсия мне подходит по всем параметрам. И насколько я поняла, Валенсия, например, дороже, чем тот же Аликанте, Торревьеха, куда я поеду, по крайней мере, под краткосрочной аренде раза в 2 дороже Валенсия, чем вот перечисленные мною города. Если так резюмировать все, Валенсия – это для людей, которые довольно состоятельных, которые любят движуху, которые любят делать какой-то бизнес, потому что здесь реально его можно сделать, город большой. Очень удобная транспортная доступность, рядом аэропорт, до которого можно доехать на метро. В общем, с точки зрения инфраструктуры, удобства город классный. А завтра я отправляюсь в Аликанте и расскажу вам об этом городе. Я надеюсь, в Аликанте меня не снесет.